Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу, как буду делать перетяжку офисного стула. Долго тянуть не буду, приступаем. Для спинки у меня полотно готово. Как его сделать, я подробно показывала. Мастер-класс есть. Кто не видел или пропустил, ссылочку я обязательно оставлю в описании. А сейчас я занимаюсь вторым полотном, которое будет на сидении. И все подробно покажу. Я подготовила квадраты из разной джинсовой ткани. Все они одинакового размера 12 сантиметров. То есть 12 на 12. И сейчас я их раскладываю. У меня получилось 5 линий из 5 квадратов. Сейчас я их, кстати, вот, допустим, ряд, неважно какой, я их разместила так, чтобы рядом, допустим, не было два одинаковых, да? Вот просто хаотично. Сейчас беру и их сшиваю. Вот беру первый, сшиваю со вторым, второй сшиваю с третьим и просто полосами. Все квадраты я сшила, отутюжила, а также все припуски в разутюжку. Это нужно для того, чтобы не создавалось утолщение. Далее я беру вторую полоску, например, вот так складываю, но я буду их смещать. Позже покажу почему. Вот так смещаю, ну, примерно на центр квадратика. Вот эту сторону я срезаю, вот этот кусочек, и пришиваю его на эту сторону. Вот что у меня получилось. В этом случае полоска, которой мы отрезаем и пришиваем, будет меньше, нежели основная, с каждой стороны на величину припуска. Для меня это не критично, так как у меня все с запасом. Если для вас это критично, значит, либо вы берете, например, 2 полосы, сдвигаете вот так. И просто дошиваете так, чтобы вам все хватило. Для меня не критично, я продолжаю. Все, теперь, смотрите, я сразу сошью эти 2 полосы, складываю, совмещаю, смотрю, чтобы было по центру, совмещаю и прошиваю. Прошила, и сейчас иду к утюгу, делаю шов в разутюжку. Вот что у меня получилось с лица, и вот такая изнанка. Именно ради такой изнанки я издвигаю все квадраты. Посмотрите, толщина минимальная. Если бы я сшивала просто квадрат с квадратом, то в местах соединения образовывалась бы очень большая толщина. А так мне все подходит. Сейчас беру следующую полоску, прикладываю, также совмещаю, смотрю. Все подходит. Срезаю и сюда пришиваю. Сшила, припуск разутюжила. И далее все точно так же проверяю. Совмещаю лицом к лицу и прошиваю. Так поступаю еще с остальными полосками. И у меня будет полотно. Вот что у меня получилось. Теперь покажу размеры. Но размеры будут у каждого свои, смотря какой у вас стул или табурет, что вы хотите сделать. 52,5 сантиметра, это по короткой полосе. И тут у меня 53. Мой пациент готов, вот так он выглядит. Да, он не в самом лучшем состоянии, он пережил ремонт и стройки, но сейчас мы его обновим, и он будет выглядеть даже лучше, чем когда он был новым. Начинаю я со спинки, но это абсолютно не обязательно. Можно начать из сидения. Сзади у меня 4 болта, но вы ориентируйтесь на то, что у вас может быть какой-то другой стул или кресло, или офисное. В общем, абсолютно не важно. Я использую дрель, это быстрее, удобнее, но скажу, что первый свой стул я перетягивала с помощью обычной крестовой отвертки. И поверьте, я с этим справилась. Вот моя спинка. Можно оббивку снять и полностью перетянуть. Я же буду оставлять. Ну, потому что тут все нормально. В общем, беру свое полотно. Вижу, что по размеру я немножко переборщила, но вот так. Можно было, конечно, сначала разобрать стол, все хорошо померить, но ничего страшного. Итак, вот это у меня центр. Смотрю, примеряю. Все хорошо. Далее, смотрите, можно поступить таким же путем и прибить скрепками. Но как-то мне это не очень нравится. Поэтому я буду пришивать нитками.
Есть у меня вот такие нитки. Это для документов. Прошивать документы. Они очень толстые, очень крепкие. Очень мне помогут в этом деле. И вот такую иглу я использую с толстым ушком. Я не знаю, как она называется. Я ее покупала, когда еще шила куклы. Вот она у меня осталась, я не пользуюсь. Опять же, повторюсь, это делать не обязательно. Вот смотрите, сколько лет этому стулу, и вот он на обычных скрепках прекрасно держится. Но я делаю для себя, поэтому я люблю надежно. Вот так постепенно, не спеша. Сначала я, как вы видите, делаю вверх и низ, и затем уже затягиваю боковые части. И так продолжаю. Когда спинка у меня обтянута, мне все нравится, я беру спинку и сначала на 2 болта, которые основные, которые и держат эту спинку, прикручиваю. Далее одеваю пластиковую защитную вот эту деталь. И мне остается закрутить всего 4 болтика. С сиденьем я поступаю точно так же, но у меня полотно уже из квадратов. И смотрите, я сейчас все сделаю и объясню, почему именно такой выбор. Также можно было воспользоваться скрепками, но я буду сшивать нитками. В процессе я, конечно же, смотрю на лицо, все ли мне нравится. И вот, например, я не знаю, будет ли вам видно, но вот я вижу, что вот в этой части оно слишком... Мне хочется его натянуть еще. Смотрю, что с изнанки. И да, вижу, что в этих местах у меня не затянуто. Добавляю. Работу я закончила, и вот такая красота у меня получилась. Результатом очень-очень довольна, мне все нравится. Знаю, что многие будут спрашивать, почему такой блок не сделать на сиденье. Лично для меня только мой выбор. Тут очень много швов, и все-таки тактильно неприятно на таком сидеть. Поэтому на сиденье я сделала квадраты, и поэтому я все разутюживала. Тут нет отстрочек. Мне такой вариант больше нравится. И у меня на очереди еще 2 таких клиента. Тоже буду делать из джинсовой ткани, но уже оформлять по-другому. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если остаются какие-то вопросы, всегда можно написать мне личное сообщение. Все мои контакты есть в описании под этим видео. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.